Привет. Меня зовут Андрей Кононов, и уже почти 2 года я живу в США, в Лос-Анджелес, Калифорния. Но этот выпуск не об этом, скорее это будет история о том, как мы сюда приехали и что позволяет нам оставаться здесь так долго вместе с моей супругой. Изначально мы планировали страну для нашего развития. Для меня было важно максимально быть близким к инновациям, Кремниевой долине, к искусственному интеллекту, ко всем вот этим вот вещам. Для моей супруги было важно, чтобы было развито танцевальное направление, возможно, киноиндустрия. Поэтому наш выбор пал на Лос-Анджелес, Калифорния. Но прежде чем переезжать полностью в страну, мы хотели сделать некий тест-драйв, проверить страну, что она из себя представляет, понять ее культуру, понять ее народ. И нам не хватало туристической визы. Казалось, что ограничение по времени не позволит почувствовать эту страну, ее культуру, ее особенности. И мы хотели приехать посмотреть, пожить подольше в этой стране. И спойлер, мы не пересекали Мексику, и, к сожалению, мы не выиграли в лотерею в Грин-карт. Наша история началась в октябре 2020 года, в самый разгар пандемии, когда все было закрыто, и непонятно было, что будет дальше, будет ли возможность путешествовать. Мы хотели посмотреть Европу, посмотреть многие страны, но решили сфокусироваться на США, на той мечте, которая давно лежала у нас на полке. В тот момент мы поняли, что для нас идеально будет студенческая виза. В силу того, что можно находиться намного дольше, чем на туристической визе. Кроме этого, есть возможность получить пользу в виде изучения языка. Изначально мы планировали приехать на языковые курсы. И тогда у нас стал вопрос, как пройти этот процесс. Попробовать разобраться самостоятельно, либо найти тех, кто уже прошел этот путь. Тогда мы познакомились с Кристиной и Антоном. Они уже прошли этот путь и сейчас начали помогать другим. После чего открыли свою компанию, которая помогает людям со всего мира приехать в США на языковые курсы. Мы созвонились в октябре 2020 года. Кристина тогда была в Нью-Йорке, и из окна были видны эти небоскребы. Это было что-то неописуемое, это была картинка из детской мечты. Мы первый раз созвонились, обсудили все нюансы и детали, решили, что будем работать. Для того, чтобы получить визу, нам нужно было получить приглашение от школы, так называемая форма I-20. И, соответственно, с этой формой уже подаваться в консульство на получение визы. Стоит не забывать, что на тот момент уже в России не было консульств, которое выдавало визы, поэтому нам нужно было ехать в другую страну. На тот момент нам предложили выбор среди Арабских Эмиратов либо Мадрид, Испания. На тот момент это были самые доступные места. Сейчас ситуацию, не знаю, уже прошло больше 2 лет. Ранее мы не были в Европе, и поэтому нам хотелось посмотреть все-таки эти страны, объездить Евросоюз, и поэтому выбор у нас пал на Мадрид. Хоть получение Шенгена в тот момент было намного сложнее, чем посещение Арабских Эмиратов. Мы начали собирать пакет документов, который необходим для приглашения в школу. Мы отправили все, что нужно. Мы собрали все документы, подписали. Это достаточно кропотливая работа с бумажками. После чего мы направили все в школу и начали ждать ответа. Буквально через пару недель мы получили новость, что школам нельзя было отправлять приглашения из-за ковида, из-за новых ковидных ограничений. И что нам делать? Мы остались ждать в России, как ни в чем не бывало. Время шло. Таким образом, прошло практически больше года, и в январе 2022 года мы получили новость, что школа в Сан-Диего, куда мы изначально планировали, она до сих пор закрыта и не может отправлять приглашения. Но школа в Лос-Анджелесе открылась, и мы можем поехать туда. Обдумав это предложение буквально пару дней, мы согласились на эту идею, собрали заново все документы, отправили и стали ждать приглашения. В этот раз приглашение пришло через пару дней, и мы радостные начали думать, что нам нужно пора записываться на собеседование в консульство. Нам назначили дату в начале мая, это было 4 мая. Казалось, что ничего сложного. Получить визу в Евросоюз, Шенген, и после чего получить визу в США и приехать. Но, как обычно, жизнь скорректировала все свои планы, и, соответственно, нам пришлось очень круто менять наше направление. В марте 2022 года мы были в Грузии с целью покупки недвижимости. В этот момент у нас стоял вопрос, где получать шенген. Можно ли его получить в Грузии, где мы находились в текущий момент, либо поехать в Турцию, либо придется все-таки возвращаться в Россию в самый лучший период. В Грузии нельзя получить шенген без вида на жительство. Аналогичная история с Турцией. И мы решили в самый сложный, в самый такой пиковый и стрессовый момент, мы решили вернуться в Россию, чтобы получить шенгенскую визу. Следующая проблема стала сама шенгенская виза. Какой страны получать эту шенгенскую визу? На тот момент еще активно бушевал ковид, и многие страны не принимали без прививок. Напомню, что российские прививки, они не одобрены ВОЗ, и поэтому они не давали прерогатив от въезда в Евросоюз. Нам нужно было где-то поставить вакцину в другом месте.
заехать в Евросоюз. Но как это сделать? Обычно прививки, они занимают несколько уколов, требуют несколько недель. И, соответственно, это тоже сильно оттягивало наш план. В итоге мы нашли визового агента, кто нам помог с Шенгеном, и мы выбрали Венгрию. В силу того, что она не требовала прививки и не требовала обязательной брони отеля. Точнее, она разрешала отменить эту бронь, что для нас было критично в силу ограниченного бюджета. Таким образом, мы подали все документы в Венгрию на Шенген. Даты поездки у нас было буквально 7 дней. Но мы-то знали, что помимо Венгрии нам нужно поехать еще в Испанию, которая будет как бы основной нашей страной, где будет проходить собеседование. После подачи документов мы стали ждать. Без паспортов на руках, с ожиданием и с огромным стрессом. Шенген нам одобрили, но одобрили именно под даты поездки. То есть это буквально 7 дней, 5 из которых мы должны провести в Испании. Когда у нас есть Шенген, мы понимаем, что мы можем ехать в Евросоюз, и у нас есть хотя бы шанс попасть на собеседование на визу США. Что происходит дальше? Мы родом из Ростова-на-Дону, и с 24 февраля все аэропорты в Ростове были закрыты. Поэтому мы не могли полететь напрямую. Плюс на это наложили санкции. Огромное количество самолетов перестало летать из России. И поэтому нам нужно было искать обходные пути. Мы поехали на поезде в Минеральные воды, и оттуда мы полетели в Стамбул. В Стамбуле мы хотели поставить прививку. Нужно было поставить 2 укола, то есть по плану мы хотели сделать первый укол, полететь получить визу, вернуться, поставить второй укол и после этого благополучно полететь в США. Но, как обычно, все пошло не по плану. Мы приехали в частную больницу в Турции, в Стамбуле. Чтобы сделать вакцину, нужно собрать 5 человек, чтобы открыть ампулу. Иначе они не открывают в силу того, что лекарство может просто пропасть. Через российские чаты мы собираем там через Telegram, через WhatsApp, мы собираем людей кое-как. То есть часа через 1,5-2 мы находим 5 человек желающих. И, соответственно, нам выдают анкеты здоровья, которые необходимо заполнить. В принципе, это стандартная базовая анкета, как себя чувствуете, есть ли недомогание. Но проблема была в том, что недомогание было. Из-за небольшой простуды нам пришлось вновь перенести вакцинацию. Окей, мы понимаем, что мы уже не успеваем в школу на начало учебы, на конец мая. Делаем запрос в школу, чтобы они прислали новое приглашение и подвинули даты. Потому что нельзя уже двигать даты после получения визы. Виза тоже выдается под конкретной датой обучения. Мы расстроены, но что делать? Мы летим дальше в Мадрид. Из Стамбула мы вылетаем в Венгрию, нашу первую страну Евросоюза. Там проводим буквально 1 день. И на следующий день уже вылетаем в Мадрид. Буквально на следующий день после прилета в Мадрид у нас собеседование в консульстве. Мы берем Uber, приезжаем в консульство, висит знакомый американский флаг на территории испанского государства. Везде охрана, забор, очередь достаточно длинная. К нам подходит женщина с документами, проверяет номер нашей записи, проверяет анкету, проверяет документы. У нас все в порядке, мы ожидаем входа. На входе у нас забирают телефоны, оставляют документы, и мы заходим в консул. У консула все прошло достаточно просто, то есть у нас было буквально 2-3 вопроса. В целом мы услышали заветную фразу «Your visa has been approved». Здесь хочется отметить, что мы пошли правильным путем. Мы не стали набивать себе шишки и делать все самостоятельно. Мы обратились к Антону и Кристине, которые уже прошли этот путь и помогли нам. И на этом этапе, наверное, хочется их поблагодарить. Еще раз, они от нас это слышали неоднократно, но еще раз хочется их поблагодарить. И так как мы приехали как их студенты, у меня есть персональный промокод. По промокоду АН Кононов вы можете получить 5% на скидку на услуги Кристины и Антона. Наша радость была недолго. После получения визы у нас минут 30 была эйфория. Мы просто не верили, что такое возможно. Потом наш менеджер сказал, что в Лос-Анджелесе очень строгие проверки. Некоторых студентов держат по 8 часов, некоторых дольше. И не хотелось опять рисковать. Казалось бы, что мечта уже максимально близко, но вот такой вот фактор риска мы не могли себе позволить. Нам посоветовали поехать через другой город. Был вариант полететь через Майами, либо через Нью-Йорк. Мы решили полететь в Нью-Йорк, потому что это некий символ США. Вот эти все небоскребы, Статуя Свободы. Но нам предстояло еще вернуться. То есть на момент это все было в Испании. Самое сложное здесь было то, что у нас забрали паспорта, и мы находились в чужой стране абсолютно без документов. Помимо этого, нам нужно было съезжать с одного номера Airbnb в другой, потому что это был высокий сезон, и мы не смогли забронировать одно помещение на все время. Нам уже нужно съезжать. Проходит буквально 3-4 дня. Нам уже пора съезжать. Почты все нет. А нового адреса консульства не знаю. Я кое-как дозваниваюсь на почту, ищу англоговорящего сотрудника, чтобы нам доставили как можно скорее. И в итоге все складывается благополучно. Буквально через час
Я встречаю курьера с нашими паспортами, с вклеенной визой, и мы начинаем двигаться в другой отель, чтобы успеть погулять еще по Мадриду. После этого мы возвращаемся в Венгрию, чтобы сохранить наш визовый статус и все-таки сохранить правила въезда и выезда. Может быть, это миф, но мы решили не рисковать, только это был наш первый Шенген. Мы возвращаемся в Стамбул. В прошлый раз, я напомню, мы не смогли сделать вакцину. Повторяем процедуру вновь. Приходим в частный госпиталь, собираем 5 человек, открываем ампулу, заполняем анкету здоровья. Но в этот раз все хорошо. И мы делаем первый укол. Теперь задачка. Что делать дальше? До следующего укола 3 недели. Жить в Турции дорого. Лететь в Россию с багажом это тоже будет дорого, но еще и опасно. Это был май 2022 года. Не знаю, каким образом, но я смог договориться с отелем, что мы оставим весь наш багаж на 3 недели. С условием того, что мы к ним вернемся и вновь заселимся, когда прилетим. И мы без багажа через Сочи на этот момент возвращаемся в Россию. То есть мы из Стамбула летим в Сочи, из Сочи на поезд доедем в Ростов. 3 недели мы проводим с родными, встречаемся с друзьями, закрываем какие-то последние дела, обходим врачей и вновь повторяем этот маршрут. Из Ростова мы на поезде выезжаем в Сочи, приезжаем заранее в аэропорт, чтобы не опоздать на самолет. И здесь начинается новая история. Мы подходим на стойку регистрации, чтобы получить наш билет. Нам говорят, что отойдите в сторонку и подождите, пожалуйста, конца регистрации. Что-то, там какие-то неполадки технические, но что-то здесь было не то. Потому что другие люди подходили и спокойно получали свои билеты. Мы начали волноваться. Возможно, они пролистали паспорт и увидели визу США. Может быть, это вражеская страна, и как бы есть дополнительные вопросы. Наше волнение заметили, что мы как-то посматриваем в их сторону. К нам подходит менеджер, спрашивает, вы летите до Стамбула? Мы уверенно киваем, что да, мы летим. И дальше была просто фраза, которая, казалось, положит конец всему тому, что у нас произошло ранее в суетой нашей истории. Фраза была «Вы не полетите». Без какой-либо конкретики. Просто «Вы не полетите». Здесь казалось, что все полетело к чертям, все пошло на смарку, и все те сложности, весь тот путь, он будет зря. Нас отводят на другую стойку регистрации и говорят, что произошел овербукинг. Мы тогда с этим не сталкивались, потому что весь опыт путешествий мы по факту нарабатывали в 2022 году. И нас успокоили, что завтра вы спокойно полетите, мы оплатим вам отель, мы оплатим вам еду, и завтра вы спокойно полетите. Я возмущаюсь, я говорю, нет, мы не можем этого сделать. У нас завтра запланирована встреча на второй укол. Что делать? Они ищут какие-то возможности и находят билет, который улетает в полночь, но в этот же день. Мы остаемся без отеля, но с едой. Этот вариант нам подходит. То есть это не сильно сдвигает наши планы и хотя бы снижает напряжение, что мы улетим. Мы приезжаем вновь в аэропорт в Сочи, примерно в 10 вечера, опять же заранее. В этот раз все проходит нормально. Нам выдают билеты на бизнес-класс и, соответственно, отдают первое и второе место. То есть мы сидим в самом начале самолета, мы садимся в самолет, нас угощают вином. Но проблема была в том, что мы так устали, мы так нанервничались, что мы просто вырубились. Хотя улетали из России при параде. Весь полет мы проспали и проснулись уже в Стамбуле. Заселились в отель на положенный нами срок, на нашу бронь. На следующий день мы вновь поехали в больницу делать прививку. Вновь ждем, пока соберется 5 человек, открываем ампулу, делаем второй укол. Казалось бы, все в порядке. Но требуется еще время на активацию вакцины, около 2 недель. Мы решили, что столько мы всего прошли, что мы уже не можем рисковать. И приняли решение остаться в Турции, пожить там 2-3 недели. На самом деле это был очень спокойный период нашей жизни. Мы просто жили в Стамбуле, мы гуляли. И у нас наконец-то появилось место жительства, где мы жили больше 2-3 дней. Вот у нас была постоянно эта суматоха, что вот эти вот там 2-3 недели в Турции, мы уже эту квартиру там максимально быстро начали называть домом. Проходит время, подходит наше время вылет. У нас перелет с пересадкой во Франкфурте в Германии. Мы садимся в самолет в Стамбуле, летим в Германию. Около часа сидим в аэропорту, едим крендельки и, соответственно, ждем наш самолет заветно в Нью-Йорк. Из Франкфурта мы летим в Нью-Йорк, совершаем путешествие во времени, потому что мы вылетели в районе 2 часов, а прилетели, если я не ошибаюсь,
или около 4, или около 5 часов в день. Вот такой вот прыжок во времени мы совершили, перелетая океан. В Нью-Йорке нас ждал паспортный контроль и огромная очередь. Я уже перенервничал как только мог, и в целом мне уже было безразлично. Будь что будет. Моя супруга наоборот. Она начала волноваться только в аэропорту. Мы старались выбрать консула, кому подойти, кто выглядит более дружелюбно, кто там есть, как-то увеличить свои шансы на то, что мы попадем в США. Но в итоге тоже здесь не получилось. Нас отправили к первому попавшему консулу, который освободился первым. Это была девушка. Она мило нас спросила цель визита, чем занимаетесь, зачем летите, и сказала: хорошо, проходите, добро пожаловать. Это заняло буквально, это даже заняло, наверное, меньше, чем интервью в Мадриде. И мы были в диком шоке. Мы ехали в бесплатном поезде от аэропорта в Нью-Йорке и не могли поверить, мы находимся на территории США. Все то, что мы прошли, было не зря. Мы находимся здесь. Погуляв по Нью-Йорку, на следующий день мы полетели в Лос-Анджелес, где находимся по сей день. Еще раз хотелось бы поблагодарить Кристину и Антона и напомнить про мой персональный промокод студента N Кононов, который дает скидку на 5% на услуги компании A&K Consulting. Как говорят блогеры, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментарии темы, которые бы хотели бы разобрать, и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я чаще выхожу на связь, пишу про жизнь в США, пишу про Кремниевую долину, про инновации и про все то, что находится у меня в голове. Ну что, увидимся.